Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень красивую, глянцевую, плотную глазурь без шоколада, без масла и без крахмала. Покажу, как она делается буквально из 3 ингредиентов. Готовится она очень просто и быстро, всегда получается. Расскажу все нюансы, как ее окрасить. Она у меня представлена в натуральном виде слева, и вот так она прекрасно окрашивается. Для этого мне понадобится 8 грамм желатина. Желатин всегда беру качественный, чтобы у него был еще хороший срок годности. Также я туда добавляю 4 столовые ложки холодной кипяченой воды для набухания желатина. Перемешиваем все это аккуратно и отставляем сейчас в сторону. Здесь 200 мл обычных сливок для взбивания, 30% жирности. Туда отправляю 200 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Все это хорошо перемешиваю. И сейчас иду на плиту, довожу всю эту смесь до кипения и проварю буквально 1 минуту, не более, чтобы просто обе массы объединились и чтобы вышла излишняя пена из сливок. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я это делаю. Вот такая консистенция должна быть у массы, то есть минуту я провариваю, не более, иначе начнет густеть сгущенка, и это будет превращаться у вас в такую жевательную конфету. Вот этого не нужно делать. Теперь сразу же в горячую смесь отправляю весь набухший желатин. И перемешиваю хорошо, чтобы весь желатин у нас растворился в массе. Вот такая уже глянцевая масса должна получиться. Сейчас я переливаю ее в емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Я ее накрою также пищевой пленкой в контакт. Можете оставить в кастрюле и просто спокойно дать остывать до комнатной температуры. Я убирала в холодильник. Она у меня начала схватываться вот так местами. Эта смесь, желатин уже начинает действовать, поэтому я сейчас ее пробиваю блендером. Это я показываю такой экстремальный вариант, если вам быстрее нужно. Если же вы спокойно будете остужать ее при комнатной температуре, ничего здесь пробивать не нужно. Она у вас спокойно остынет, вы ее перемешаете. У меня она пошла местами где-то холоднее, где-то теплее. Блендер, конечно же, дает излишние пузыри. Сейчас нужно дать ей постоять хотя бы минут 10 этой смеси. Она у меня примерно сейчас, температура у нее 32 градуса. Процеживаю через сито. Обязательно, чтобы вышли и лишние пузыри, и также, если вдруг какие-то частички желатина остались, чтобы все это осталось у нас на сите. И сейчас я уже могу работать с ней. Пока вот я ее переливала, пока мешала, температура опустилась до 28 градусов у этой глазури. 26-28 градусов идеальная для нее температура, чтобы наносить на торт. Миска стеклянная здесь у меня очень холодная. Сначала наносим наверх изделия, потому что глазурь схватывается на холодном изделии очень быстро. Торт должен быть охлажден. Потом делаем подтеки, если они нам нужны, уже впоследствии делаем подтеки. Можно ложкой, лучше всего, конечно же, в идеале это делать из кондитерского мешка, эти подтеки. Видите, пузырей еще много. Это все из-за того, что я остужала экстремально вот так в холодильнике. Если же вы будете спокойно ее остужать при комнатной температуре, периодически перемешивая, ничего с ней не произойдет. Но все равно, если дать ей хорошо постоять этой глазури, вот эти лишние пузыри, они уходят. Схватываются они очень быстро. И смотрите, вот эти 2 капли я вот здесь вот оставила на поверхности, они уже у меня не растекутся. Вот здесь нужно быть очень аккуратными с этой глазурью. Она очень вкусная, эта глазурь, она абсолютно не резиновая на вкус.
Она даже мне больше нравится на вкус, чем глазурь на желатине, на белом шоколаде, потому что та глазурь очень сильно тянется, и она такая вот достаточно резиновая та на вкус. Это же нет, она очень нежная, очень легкая. Вот такие плотные, красивые подтеки из нее получаются. Здесь она не окрашена ни диоксидом титана, ничем. То есть она вот как она сварена, так она у меня в естественном натуральном состоянии здесь показана. Теперь добавляю в нее немного диоксида титана, чтобы она стала плотной и белой, эта глазурь. И для того, если вы хотите плотные подтеки, если вы захотите их окрашивать в другие цвета, нужно тоже добавить пару капель диоксида титана. Все это хорошо перемешиваем. Видите, в процессе перемешивания пузыри лишние, они тоже уходят из глазури. Но нужно время просто. Добавляю красители. Перемешиваю также. Если вы видите, что глазурь у вас застывает, импульсами где-то по 4-5 секунд прогревайте в микроволновке. Это делается очень быстро. У кого нет микроволновки, можно прогревать также на водяной бане. Также на торт наносим сначала на поверхность торта, потому что я думаю, здесь всем понятно, что речь идет именно о торте. Здесь я просто показываю на стеклянных изделиях это, но естественно, все на торте это применяется также. И на торте, конечно же, она еще лучше распределяется, потому что стекло – это абсолютно глянцевая поверхность, гладкая. Если даже на стекле они так красиво стекают, то на торте будет еще лучше. Они не оплывают вниз, это вот просто я много очень налила, то есть подтеки очень удачные. Видите, когда мы немного распределяем глазури, то и подтеки будут небольшие, то есть ее можно регулировать здесь. Хранить эту глазурь можно также в герметичном контейнере в холодильнике, потом при надобности также доставать и разогревать ее импульсами в микроволновке до нужной вам температуры. То есть она очень удобная, очень неприхотливая. До недели, где-то неделю точно можно хранить ее в холодильнике. Ее можно и заморозить, и хранить в морозильнике до месяца. Это не зеркальная глазурь, сразу говорю. У зеркальной глазури совершенно другая технология приготовления. Зеркальную глазурь как-нибудь сделаем тоже на канале. Просто сейчас вот я показываю самую простую. Меня очень просили в комментариях. И вот так выглядят уже подтеки из этой глазури. То есть здесь видите результат. Результат превосходный, я считаю. Когда мы выкладываем вот так какое-то или шоколадное изделие, или топперы из мастики, или посыпку сахарную, они не растекаются на этой глазури. Эта глазурь превосходно нарезается. Она абсолютно не тянется за ножом, я специально вот вам показываю, то есть нет резиновости вообще во вкусе. На вкус эта глазурь очень напоминает очень вкусный ванильно-сливочный пудинг. Видите, она не тянется за ножом абсолютно, она не резиновая, ее ни на вид, ни на вкус. То есть глазурь очень удачная и очень-очень простая в приготовлении. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.